Теперь попробую дать несколько советов заказчикам, как упростить себе работу с архитектором. Ну, наверное, первое, самое главное, здесь нужно не лениться. Обязательно познакомьтесь хотя бы с 3 мастерскими, потому что в каждой из них вам покажут свой стиль работы, вам покажут, что входит в состав проекта и сколько это стоит, потому что разлет цен на рынке сейчас настолько велик, что не всегда понятно, а что, собственно говоря, за этими цифрами стоит. Вам продают только эскизник или вам продают и рабочую документацию тоже. Плюс очень важно понимать, есть у вас взаимодействие с архитектором или дизайнером или нет, именно личностное. Вам приятно общаться, можете вы раскрыться перед ним или нет, потому что если архитектор вас не узнает, он не сможет сделать работу для вас правильно. Поэтому чем более открыто будете вы, члены вашей семьи, тем легче и точнее будет сделана работа архитектором. Поэтому нужно расслабиться, постараться это сделать. И работать с архитектором на уровне нравится, не нравится. Вот это очень важно. Не старайтесь поставить задачу архитектору предельно точно. Он должен это сделать за вас. А с вами он должен просто разговаривать, как, не знаю, как за чашкой чая. Просто в разговоре пытаться выяснить, кто вы, что вам нравится. И уже на основании этих данных делать свои выводы и делать в своей работе, собственно говоря, как мне кажется, любой дом, любой интерьер должен быть портретом хозяина. Чтобы сделать портрет хозяина, я должен его хорошо узнать. Соответственно, заказчик для того, чтобы его хорошо узнали, должен постараться максимально раскрыться. То есть так далеко, как только вы можете себе это позволить. Поверьте, от этого очень во многом зависит успех вашей общей с архитектором работы. И это очень и очень важно. Иногда это трудно, но нужно постараться это сделать. Поэтому если вы можете общаться с человеком, вам легко, да, это ваш архитектор. Если нет, ищите еще кого-то. Второе. Очень часто ко мне приходят заказчики с уже какими-то идеями по поводу того, как должен выглядеть их объект. Это очень большая ошибка, потому что если я увижу то, что вы придумали, я окажусь в ловушке. Я либо психологически буду делать что-то, что будет совершенно не похоже на вашу идею, либо наоборот буду пытаться, чтобы облегчить себе работу, попасть в ту канву, которую вы уже обрисовали. Зачем вам это нужно? Пусть архитектор сам сделает эту работу, и если то, что у него получилось там, на уровне плана или образа, совпадет с вашими мыслями, отлично, значит вы на одной волне. Ежели наоборот он покажет что-то, что совершенно не ложится в те представления, которые у вас уже сложились, а так бывает, то возьмите паузу, подумайте. Может быть, прав архитектор и со своей профессиональной точки зрения увидел в задаче что-то, чего не видите вы. Поэтому возьмите паузу, подумайте, поживите с этим, а потом дайте свое заключение. И либо согласитесь, либо наоборот скажите, вот тут-то мы подумали, и тогда показывайте свой план. И когда есть уже версия архитектора и ваша версия, вам проще будет обоснованно и аргументированно обсуждать то, что получается. Это очень сильно сокращает путь, поэтому если вы хотите забросать архитектора своими набросками, это только усложнит работу. Еще хуже, если у вас был какой-то опыт начала работы с кем-то другим, и у вас остались материалы, сработает то же самое. Я как профессионал буду либо противиться чужой идее, либо буду ее подсознательно копировать. И первый, и второй вариант ни к чему не ведут. Поэтому с каждым новым партнером работайте с чистого листа. Пусть архитектор выяснит у вас все, что вам нужно. Пусть сам напишет задание. Пусть сам поставит все вопросы, которые он будет решать. И, кстати, вот в количестве вопросов, которые вам задает архитектор, и кроется уровень его профессионализма. Если вопросов нет вообще, бегите. Бегите далеко и навсегда. Если вопросов слишком много и обо всем, тут тоже можно усомниться, а человек вообще понимает, чем он занимается и что он делает. Поэтому вот тут нужно искать такую золотую середину и именно на это обращать внимание. Какие вопросы вам задает архитектор и в каком количестве. Момент третий, тоже такая очень распространенная ошибка, когда заказчик торопится
и говорит: вот давайте мы сейчас быстренько с вами нарисуем планчики, посмотрим, что получается, а дальше мы что-то с фасадами придумаем. Так работать невозможно. Здание не вырастает из плана. Здание у архитектора должно родиться в голове практически сразу. Ну, сразу это может быть за неделю или за месяц. Поверьте, это очень быстро. Но нельзя обсуждать одну часть проекта без другой. Вы никогда не оденете на планировку хорошие фасады. Это заблуждение. Дом рождается сразу целиком, в объеме. Поэтому не торопите архитектора. Пусть он вам покажет работу законченную. Не выдергивайте у него первичные наброски, планировки для работы. Дождитесь, пока у него появится здание целиком. И планировки, и, собственно говоря, образ. Потому что дом не растет только из плана. Наоборот, дом растет от объема, от ощущения от вас как личности, от вашего участка, от миллиона еще каких-то особенностей и деталей, которые сплетаются в голове у автора вот в тот образ, который вам и будет презентоваться. Поэтому не торопитесь. Пусть пройдет неделя, 2 или 3, но на первой встрече вы должны увидеть уже полностью готовый объект, который, если вам понравится, то прямо завтра вы начинаете делать рабочий проект, а через 2 месяца уходите в стройку. Это сэкономит время и не позволит вам запутаться, потому что студенческий способ нарисовать планировочку, собрать ее из каких-то кубиков, вернее, ну, не кубиков, а площадочек, квадратиков, потом натянуть на это фасад, не работает никогда. Так не бывает. Просто статистика. Поэтому не торопите архитектора. Дайте ему показать вам законченный проект с самой первой встречи. Сколько их будет, сколько будет вариаций, как повезет, никто не знает. Может быть, с первого раза, а может быть, с 10-го. Здесь и ваша работа в том числе. Как вы относитесь к тому, что вам показывают, как вы на это реагируете, как много времени проводите дома в размышлениях, пытаясь вжиться в то, что вам показывают. Не ленитесь. Это самая ответственная часть вашей работы, и от нее зависит то, как хорошо вам будет житься в уже построенном здании. И чтобы не было сюрпризов, относитесь очень внимательно ко всем мелочам, к любому чертежу, который вам дает архитектор. У нас нет другого способа изъясняться. Мы разговариваем с помощью чертежей и 3D-графики в том числе. Совет, которому проще всего вам будет следовать и который принесет, наверное, максимум радости в работе с архитекторами: не стесняйтесь говорить, нравится или не нравится. Вам, как заказчику, не нужно аргументировать свою реакцию. Абсолютно. Пускай эту работу делает за вас архитектор. Вот он должен каждый свой шаг аргументировать и объяснять, почему то или иное сделано так или иначе. Не просто я так вижу, а любой шаг, любое действие в проекте должно быть чем-то обосновано. А ваша задача как заказчика реагировать непосредственно, эмоционально, нравится или не нравится. Все. Мне это очень сильно упрощает задачу. А когда вы замыкаетесь или пытаетесь говорить со мной на моем языке, это только путает. Поэтому будьте непосредственными. Получайте от процесса удовольствие на уровне нравится, не нравится. И всем нам будет счастье.